Урок 1. Ранний уход из офиса. Эй, я заметила, что вы сегодня ушли из офиса раньше. Могу я спросить, почему? Сегодня днем у меня был прием к врачу. Это был просто обычный осмотр. Понимаю. Все в порядке. Надеюсь, в этом не было ничего серьезного. Не беспокойтесь, Джон. Это был просто регулярный осмотр, чтобы убедиться, что все в порядке. Совсем ничего серьезного. Приятно это слышать. Очень важно заботиться о своем здоровье. Вам нужно было записаться на прием заранее. Да, я записалась на прием пару недель назад. Всегда полезно планировать заранее, особенно когда речь идет о визитах к врачу. Верно, планирование на будущее очень важно. Вы сообщили нашему руководителю о досрочном уходе. Да, утром я поговорил с нашим начальником и сообщил им о своем визите. Очень важно сообщать об этом команде. Коммуникация действительно играет ключевую роль. Я рад, что вы сообщили им об этом. Ты выполнил все задания перед отъездом. Да, я позаботился о том, чтобы выполнить нерешенные задачи и сообщил коллегам о любых текущих проектах. Перед ранним отъездом важно все закончить. За это отвечаешь ты, Анна. Тебе нужно было наверстать упущенное позже. Нет, мой начальник понял ситуацию, и мне не нужно было наверстывать упущенное время. Всегда приятно иметь благоприятную рабочую среду. Приятно это слышать. Важно иметь понимающих коллег и руководителей. Я рад, что у вас это есть. Безусловно, Джон. Это очень важно. Есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы спросить о преждевременном уходе из офиса? Нет, на этом все. Спасибо, что поделились, Анна. Надеюсь, ваш осмотр прошел хорошо. Спасибо, Джон. Это был обычный визит, и все прошло гладко. Я ценю твою заботу. Добро пожаловать, Анна. Позаботьтесь о себе, и если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к ним. Я так и сделаю, Джон. Еще раз спасибо за вашу поддержку. Давайте продолжим работать вместе как команда. Определенно, Анна. Мы отличная команда. Давайте продолжим в том же духе. Урок 2. Скалолазание. Я очень рад впервые попробовать скалолазание. Звучит как удивительное приключение. Вы провели какое-либо исследование по этому поводу? Да, я читал о различных техниках скалолазания и мерах предосторожности. Очень важно изучить основы, прежде чем начать. Рассматривали ли вы возможность пойти в класс? Абсолютно. На следующей неделе я уже записался на курс скалолазания для начинающих. Это разумный шаг. Они научат вас правильной технике и использованию оборудования. Я немного нервничаю из-за высоты. Какие-нибудь советы по преодолению этого страха? Начните с скрытых скалодромов. Это отличный способ обрести уверенность в себе и привыкнуть к высоте. Обязательно попробую.
Какое снаряжение мне нужно для скалолазания? Для лучшего захвата вам понадобится ремень безопасности, обувь для скалолазания, шлем и меловая сумка. Должен ли я купить свое снаряжение или взять его на прокат в скалодроме? Лучше всего сначала арендовать снаряжение. Убедившись в том, что вы преданы делу, вы можете инвестировать в собственное оборудование. Приятно знать. Безопасность важна. Каковы некоторые распространенные методы обеспечения безопасности? Всегда проверяйте свои узлы, общайтесь со своим партнером по скалолазанию и следите за своим окружением. А как насчет падения? Как мне защитить себя? Падение – это часть скалолазания. Вот почему у вас будет спасатель, который будет управлять веревкой и ловить ваше падение. Понимаю. Приятно знать, что там есть кто-то, кто меня защищает. Доверяйте своему заговорщику очень важно. Это партнерство, основанное на общении и поддержке. Какую физическую подготовку мне следует сделать перед скалолазанием? Сосредоточьтесь на наращивании силы верхней части тела и тела, а также на повышении гибкости и выносливости. Я начну включать эти упражнения в свои тренировки. Какие-нибудь конкретные рекомендации? Отжимания, подтягивания, доски и йога могут быть полезны для скалолазания. Отлично. Я начну выполнять эти упражнения прямо сейчас. Не забывайте разогреваться перед каждой сессией скалолазания и растягиваться после нее, чтобы избежать травм. Я учту это. Мне не терпится испытать острые ощущения от скалолазания. Это захватывающий вид спорта, который бросит вам вызов как физически, так и морально. Я готова принять вызов. Спасибо за все советы, Анна. Добро пожаловать, Джон. Просто не забудьте насладиться путешествием и подниматься на него по очереди. Я так и сделаю, Анна. Я благодарна за вашу поддержку и рекомендации. Проведите невероятное время в своем приключении по скалолазанию. Будьте в безопасности и получайте удовольствие. Спасибо, Анна. После этого я обязательно поделюсь с вами своим опытом. Урок 3. Наслаждение бассейном отеля. Вы пробовали купаться в этом отеле? Бассейн потрясающий. Да, вчера я ходил купаться. Это действительно роскошный опыт. Какая температура воды? Слишком холодно или в самый раз? Температура воды идеальная. Здесь не слишком холодно и не слишком тепло. Просто освежает. Звучит заманчиво. В бассейне многолюдно или обычно тихо? В большинстве случаев здесь удивительно тихо. Думаю, немногие гости пользуются бассейном. Это приятный сюрприз. Мне нравится плавать в спокойной обстановке без лишнего шума. Я тоже. Это отличное место для отдыха и расслабления после долгого дня. Есть ли у бассейна какие-либо удобства, такие как шезлонги или зонтики? Да, у них есть удобные шезлонги и зонтики для тени. Это довольно расслабляет. Мне нравится, как это звучит.
Есть ли какие-либо ограничения или рекомендации, которым мы должны следовать? У них есть некоторые правила, например, запрещение дайвинга и еды рядом с бассейном. Но в целом все довольно просто. Конечно, безопасность превыше всего. Есть ли какие-либо конкретные часы работы бассейна, о которых нам следует знать? Бассейн обычно открыт с 8 часов до 22 часов. Приятно знать часы работы. Спасибо за информацию, Анна. Я обязательно спланирую плавание соответствующим образом. Добро пожаловать, Джон. Уверена, вам понравится. Дайте мне знать, нужен ли вам приятель по бассейну. Это было бы здорово. С другом всегда веселее плавать. Я обязательно сообщу вам об этом. Отлично. Жду этого с нетерпением. Давайте воспользуемся этим роскошным бассейном во время нашего пребывания. Безусловно, Анна. Это фантастическое удовольствие, и мы должны в полной мере им воспользоваться. Согласен, Джон. Давайте погрузимся и отлично проведем время. Похоже на план, Анна. Давайте произведем настоящий фурор и насладимся временем в бассейне. Урок 4. Встреча команды после возвращения в офис. Думаю, нам важно провести командное совещание, когда мы вернемся в офис. Что скажешь, Анна? Согласен, Джон. Встреча в команде станет отличным способом наверстать упущенное, согласовать наши цели и обсудить любые обновления. Именно так. Очень важно быть на одной волне и следить за тем, чтобы все были в курсе последних событий. Думаю, нам также следует воспользоваться возможностью поделиться своим индивидуальным прогрессом и любыми проблемами, с которыми мы можем столкнуться. Это хорошее замечание, Анна. Очень важно создать открытую и благоприятную среду, в которой мы можем помогать друг другу. Совершенно верно. Командные встречи– это идеальная платформа для совместной работы и совместного поиска решений. Должны ли мы составить повестку дня встречи, чтобы охватить все необходимые темы? Да, наличие четкой повестки дня позволит нам сосредоточиться и сделать встречу более продуктивной. Мы можем разослать его заранее. Отличная идея. Это даст возможность каждому подготовиться к обсуждению и внести в него эффективный вклад. Я также считаю, что важно выделять время на любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть у членов команды. Определенно. Мы должны поощрять открытое общение и обеспечивать, чтобы во время встречи был услышан голос каждого. Согласен, Джон. Это крайне важно для формирования позитивной и инклюзивной командной культуры. Как только мы окончательно определим повестку дня, мы сможем запланировать встречу и сообщить команде дату и время. Похоже на план, Джон. Давайте обязательно выберем подходящее время, когда все будут доступны. Безусловно, Анна. Мы хотим максимального участия и вовлеченности команды. Должны ли мы также рассмотреть какую-либо конкретную презентацию или материалы, которые необходимо подготовить к встрече? Да, если есть какие-либо отчеты или обновления, требующие наглядных пособий, мы должны заранее сообщить об этом команде. Хорошее замечание, Джон. Визуальные эффекты могут помочь более эффективно передавать информацию и улучшать понимание. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Давайте вместе сделаем так, чтобы встреча этой команды увенчалась успехом.
Определенно, Джон. Я уверен, что при правильном планировании и сотрудничестве это будет полезное и продуктивное занятие. Спасибо за ваш вклад, Анна. Давайте приступим к работе над повесткой дня и постараемся охватить все важные темы. Добро пожаловать, Джон. С нетерпением жду встречи и прогресса нашей команды. Давайте воплотим это в жизнь. Безусловно, Анна. Вместе мы добьемся больших успехов. Урок 5. Проездные документы. Вы взяли с собой все проездные документы. Да, у меня есть паспорт и билет прямо здесь. Отлично. Не забудьте проверить, нужна ли вам виза для нашего пункта назначения. Я уже проверила. Для этой поездки мне не нужна виза. Это очень приятно. Это экономит нам время и нервы. Совершенно верно. Важно иметь все необходимые документы в порядке. Вы также принесли удостоверение личности. Да, на всякий случай у меня тоже есть удостоверение личности. Хорошая мысль. Всегда полезно иметь резервную форму удостоверения личности. Именно так. Никогда не знаешь, когда оно может тебе понадобиться. А как насчет туристической страховки? Вы ее купили? Да, у меня есть туристическая страховка на случай непредвиденных ситуаций. Это умно. Это дает нам душевное спокойствие во время поездки. Я позаботился о том, чтобы все важные документы были в моем дорожном кошельке. Отлично. Это помогает обеспечить безопасность и легкий доступ ко всем данным. Я также на всякий случай сфотографировал все важные документы. Отличная идея. Наличие цифровых копий может быть очень полезным. Всегда лучше быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам. Совершенно верно. Лучше все навести порядок перед отъездом. Согласен, организованность делает путешествие более комфортным. Теперь, когда у нас есть все проездные документы, мы готовы к прекрасному путешествию. Да, давайте насладимся нашим путешествием и оставим незабываемые воспоминания. Впереди фантастическое приключение. Урок 6. Деловое сотрудничество. Давайте положим начало нашему деловому сотрудничеству. Безусловно, хорошее начало закладывает основу для успеха. Нам следует начать с обсуждения наших целей и ожиданий. Согласовано. Важно с самого начала быть на одной волне. Какие ключевые цели вы ставите перед собой в рамках этого сотрудничества? Я думаю, что увеличение доли рынка и расширение клиентской базы имеют решающее значение. Это отличные цели. Я также верю в необходимость сосредоточиться на удовлетворении потребностей клиентов. Удовлетворение потребностей клиентов ведет к лояльности и долгосрочному успеху. Именно так. Мы должны уделять приоритетное внимание построению прочных отношений с нашими клиентами. Я согласен, что предоставление отличного сервиса будет отличать нас от конкурентов.
Нам также следует создать эффективные каналы связи в наших командах. Да, четкая и открытая коммуникация необходима для бесперебойной работы. Как насчет постановки конкретных целей и контрольных показателей для отслеживания прогресса? Неплохая идея. Это делает нас ответственными и мотивированными. Мы также должны разумно распределять ресурсы и эффективно управлять расходами. Безусловно, максимальная эффективность и минимизация отходов имеют решающее значение. Давайте создадим подробный план действий для руководства нашим сотрудничеством. Да, четко составленный план поможет нам сосредоточиться и оставаться организованными. Также важно регулярно анализировать нашу эффективность и вносить коррективы. Непрерывное совершенствование– ключ к успеху в деловом мире. Уверен, что благодаря нашему общему видению и целеустремленности мы добьемся успеха. Я тоже так считаю. Вместе мы можем добиться великих результатов. Желаем процветающего и плодотворного делового партнерства. Урок 7. Увеличение производственных мощностей. Думаю, нам следует планировать увеличение производственных мощностей. Отличная идея. Это поможет нам удовлетворить растущий спрос. Нам необходимо проанализировать наш текущий потенциал и определить области, нуждающиеся в улучшении. Согласовано. Нам следует оценить наши узкие места и найти способы оптимизации. Одним из вариантов может быть инвестирование в новое оборудование или технологии. Это, безусловно, может повысить эффективность и производительность. Нам также следует рассмотреть возможность найма дополнительных квалифицированных работников. Да, расширение штата поможет нам справиться с большими объемами производства. Давайте проведем анализ затрат и выгод, чтобы оценить различные варианты. Это мудрый подход. Нам необходимо обеспечить положительную отдачу от инвестиций. Нам также следует пересмотреть нашу цепочку поставок и оптимизировать процессы. Безусловно, хорошо оптимизированная цепочка поставок может сократить время выполнения заказа. Важно общаться с нашими поставщиками и договариваться о выгодных условиях. Да, налаживание прочных партнерских отношений с поставщиками является ключом к успеху. Мы должны установить четкие цели по увеличению производственных мощностей. Определенно, наличие измеримых целей поможет нам сосредоточиться. Регулярный мониторинг и отслеживание производительности помогут нам не сбиться с пути. Постоянное совершенствование необходимо на конкурентном рынке. Нам также следует рассмотреть возможность внедрения принципов бережливого производства. Это поможет нам сократить количество отходов и повысить общую эффективность. Давайте привлечем нашу команду и соберем их мнения и идеи. Сотрудничество и вовлеченность сотрудников жизненно важны для успеха. Благодаря хорошо выполненному плану мы можем эффективно удовлетворять потребности рынка. Я верю в нашу способность адаптироваться и расти. Мы воплотим это в жизнь. Мы стремимся к успешному наращиванию наших производственных мощностей. Урок 8. Презентация отчета о продажах. Анна, мне нужно, чтобы ты представила отчет о продажах.
Конечно, я буду рад представить отчет о продажах. Пожалуйста, не забудьте указать ключевые цифры и тенденции. Я предоставлю исчерпывающий обзор эффективности наших продаж. Было бы здорово, если бы вы могли выделить какие-либо существенные изменения или рост. Я выделю любые заметные изменения в показателях продаж. Убедитесь, что данные представлены четко и организованно. Я создам визуальные диаграммы и графики для улучшения понимания. Важно объяснить методологию, использованную для сбора данных. Я расскажу о процессе сбора данных. Пожалуйста, также проанализируйте продажи по регионам и категориям продуктов. Я разобью данные о продажах, чтобы провести подробный анализ. Было бы полезно сравнить текущие продажи с предыдущими периодами. Я приведу сравнение, чтобы указать контекст и определить тенденции. Не забудьте упомянуть о любых проблемах или препятствиях, с которыми мы столкнулись. Я расскажу о любых трудностях, возникших в отчетный период. Было бы полезно предложить стратегии будущего роста продаж. Я дам рекомендации по повышению эффективности продаж. Обязательно оставьте время для вопросов и обсуждений после презентации. Я выделю достаточно времени на вопросы и ответы, чтобы ответить на любые вопросы. Я уверен, что вы сможете сделать убедительную презентацию. Спасибо за предоставленную возможность. Я сделаю все возможное, чтобы представить интересный доклад. Я ценю вашу преданность и преданность выполнению этой задачи. Спасибо, Джон. Я рад представить отчет о продажах. Я с нетерпением жду вашей презентации. Удачи, Анна. Урок 9. Доставка картонной упаковки на склад. Анна, все коробки доставлены на наш склад. Да, Джон. Все коробки были успешно доставлены. Это отличная новость. Все ли мы получили в соответствии с заказом? Да, доставка была завершена и соответствовала нашему заказу. Отлично. Теперь мы можем приступить к управлению запасами. Безусловно, нам необходимо обеспечить точное отслеживание наших запасов. Правильно ли маркированы картонные коробки для легкой идентификации? Да, каждая коробка маркирована соответствующей информацией. Это упростит работу с ними нашей складской команде. Согласовано. Правильная маркировка упрощает процесс сортировки. Проводили ли мы проверку качества поставляемых картонных коробок? Да, мы проверили картонные коробки, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим стандартам. Очень важно поддерживать качество нашей продукции. Безусловно, контроль качества необходим для удовлетворения потребностей клиентов. Обновили ли мы наши инвентарные записи, чтобы отразить новые запасы? Да, наши инвентарные записи были соответствующим образом обновлены. Приятно это слышать. Это помогает нам поддерживать точный уровень запасов.
Мы также выделили место на складе для нового склада. Отлично. Организованное хранение способствует эффективной работе. Мы согласовали с командой склада правильное размещение. Важно оптимизировать использование наших складских площадей. Безусловно, максимальное использование пространства способствует повышению производительности. Теперь, когда доставка завершена, мы можем выполнять заказы клиентов. Да, мы можем приступить к обработке и отправке заказа. Давайте внимательно следим за складскими запасами. Согласовано. Регулярные проверки предотвратят нехватку и завышение запасов. Спасибо, Анна, за контроль за процессом доставки картонной упаковки. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что все прошло гладко. Мы очень ценим ваше внимание к деталям. Спасибо, Джон. Я всегда стремлюсь к совершенству. Благодаря эффективным складским операциям мы можем удовлетворить потребности клиентов. Безусловно, Джон. Мы хорошо оснащены, чтобы обеспечить быстрое обслуживание. Давайте продолжим работать вместе, чтобы добиться исключительных результатов. Я рад внести свой вклад в наш дальнейший успех, Джон. Спасибо, Анна. Ваша преданность делу бесценна для нашей команды. Урок 10. Покупки в супермаркетах. Анна, я купила молоко, яйца и курицу в супермаркете. Отлично, Джон. Нам нужны были эти продукты для наших рецептов. В супермаркете был широкий выбор свежих продуктов. Удобно найти все необходимое в одном месте. Я сравнил цены, чтобы убедиться, что мы получили лучшие предложения. Это разумный шопинг. Это помогает нам экономить деньги. Молоко было по специальному предложению, поэтому я купила его дополнительно. Хорошая мысль. Мы можем запастись и накопить на потом. Я обязательно проверила сроки годности яиц. Свежие яйца необходимы для приготовления вкусных блюд. Курица была в продаже, поэтому я купила целую курицу. Это универсальный ингредиент для различных блюд. В супермаркете был внимательный персонал, который помогал покупателям. Приятно получать помощь в случае необходимости. Я также использовал свою карту лояльности для зарабатывания баллов. Программы лояльности отлично подходят для получения дополнительных преимуществ. Супермаркет имел чистую и хорошо организованную планировку. Приятная атмосфера для шопинга имеет значение. Я заметил, что они ели широкий выбор блюд интернациональной кухни. Это очень интересно. Мы можем открыть для себя новые вкусы и кухни. Я купила специи и соусы, чтобы улучшить наши блюда. Специи придают нашим блюдам прекрасный вкус. Я заплатил на кассе и получил чек. Важно отслеживать наши расходы. Кассир был дружелюбным и эффективным.
Хорошее обслуживание клиентов делает опыт приятным. Я принесла продукты домой и правильно их хранила. Правильное хранение гарантирует, что продукты дольше остаются свежими. Я рада, что смогла внести свой вклад в наши кухонные принадлежности. Спасибо, Джон. Мы высоко ценим ваши усилия. Давайте спланируем питание, используя купленные ингредиенты. Безусловно, я с нетерпением жду возможности приготовить вкусные блюда. Покупки в супермаркете удались. Так оно и было. У нас есть все необходимое, и мы готовы к приготовлению. Мне нравятся наши приключения по магазинам, Анна. Я тоже, Джон. Это всегда забавный опыт. Давайте продолжим изучать новые ингредиенты и рецепты. Мне не терпится попробовать новые кулинарные творения вместе с тобой, Джон. Спасибо, что присоединились ко мне в этой поездке по магазинам, Анна. Урок 11. Планирование мероприятий для поездки. Я отмечу это в нашем календаре. Чем мы можем заниматься, находясь там? Мы можем отправиться в поход и исследовать красивые природные тропы. Звучит авантюрно. Я очень рад, что нахожусь в окружении природы. Мы также можем посетить местные музеи и художественные галереи. Отличная идея. Мы познакомимся с местной культурой. Давайте не забудем попробовать местную кухню. Совершенно верно. Мы должны побаловать себя местными деликатесами. Мы также можем отправиться на лодочную экскурсию, чтобы исследовать побережье. Это был бы отличный способ насладиться видом на океан. Давайте проверим, проводятся ли во время нашего визита какие-либо фестивали или мероприятия. Посещение местных фестивалей станет незабываемым опытом. Мы также можем запланировать однодневную поездку к близлежащим историческим достопримечательностям. Изучение исторических мест позволит нам заглянуть в прошлое. Как насчет того, чтобы провести день на пляже и понежиться на солнце? Отдых на пляже кажется идеальным способом расслабиться. Мы можем взять на прокат велосипеды и исследовать город на двух колесах. Это интересный и экологичный способ передвижения. Давайте также выделим время для покупок и прогулок по местным рынкам. Обязательно купите сувениры и посетите местные рынки. Как насчет приключений, таких как зиплайнинг или каякинг? Это придаст нашему путешествию прилив адреналина. Рассчитывайте на меня. Давайте не забудем сделать много фотографий, чтобы запечатлеть воспоминания. Совершенно верно. Фотографии станут отличным способом вспомнить позже. Нам также следует оставить немного свободного времени для отдыха и спонтанности. Это важно. Мы не хотим перегружаться плотным графиком. Давайте обязательно изучим все необходимые бронирования и спланируем их заранее. Хорошие замечания. Заблаговременное планирование поможет нам избежать разочарований.
Я в восторге от мероприятий, которые мы запланировали для нашей поездки. Я тоже, Анна. Это будет незабываемое приключение. Я благодарна за то, что ты стал моим попутчиком, Джон. Точно так же, Анна. Давайте вместе создадим потрясающие воспоминания. Спасибо за ваш вклад и энтузиазм в планировании, Джон. Спасибо, Анна. Ваши идеи сделали наше путешествие еще более увлекательным. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с тобой, Джон. Обратный отсчет начинается. Это будет невероятное путешествие, Анна. Урок 12. Изучение магазинов подержанных вещей. Отличная идея. Вместе мы сможем открыть для себя новые магазины подержанных вещей. Мне нравится находить уникальные сокровища в благотворительных магазинах. Это все равно, что отправиться на поиски сокровищ. Никогда не знаешь, что найдешь. Именно так. И это экологичный способ делать покупки и сокращать количество отходов. Давайте начнем с изучения лучших магазинов секонд-хенда в нашем районе. Мы можем читать отзывы и спрашивать рекомендации у друзей. Как только у нас будет список, мы сможем запланировать день, чтобы посетить их. Будет интересно исследовать разные окрестности и их скрытые жемчужины. Мы также можем проверить, есть ли в каком-либо из магазинов винтажная одежда или аксессуары. Винтажные вещи привносят нотки ностальгии и стиля в наши гардеробы. Мы также должны обратить внимание на уникальные предметы домашнего декора. Мне нравится украшать наше пространство уникальными находками. Это также отличная возможность поддержать местные благотворительные организации, которые управляют благотворительными магазинами. Совершенно верно. Наши покупки могут оказать положительное влияние на общество. Мы должны взять с собой многоразовые сумки для хранения наших находок. Отличная идея. Давайте будем бережно относиться к окружающей среде во время нашей поездки по магазинам. Мы можем установить бюджет для каждого магазина так, чтобы он оставался в пределах наших возможностей. Таким образом, мы сможем насладиться впечатлениями без перерасхода средств. Не забудьте примерить товар перед покупкой. Важно убедиться, что одежда хорошо сидит по фигуре и находится в хорошем состоянии. Мы также должны проверить наличие недостатков или повреждений перед покупкой. Таким образом, по возвращении домой у нас не будет сюрпризов. Давайте составим список конкретных предметов, которые мы ищем. Это поможет нам оставаться сосредоточенными и организованными во время посещения магазинов. Если мы найдем что-то, что нам нравится, но оно нам не подходит, мы можем рассмотреть возможность переделки. Отличная идея. Это открывает больше возможностей для уникальных находок. Мы можем взять с собой друга и сделать это веселым групповым занятием. Шопинг с друзьями добавляет смеха и разных перспектив. А еще мы можем поделиться своими интересными находками и обменяться рекомендациями. Как будто у нас есть собственное небольшое сообщество любителей моды. Давайте будем открыты и готовы исследовать разные стили. Попробовать новые стили может быть интересным способом самовыражения.
Нам также следует набраться терпения и не торопиться с просмотром стеллажей. Лучшие находки часто требуют немного покопаться. Я с нетерпением жду нашего приключения в благотворительном магазине, Анна. Я тоже, Джон. Это будет незабываемое и модное путешествие. Спасибо, что предложили эту идею, Анна. Не могу дождаться начала. Урок 13. Обеспечение безопасности на парковке. Я заметил, что на парковке есть камеры видеонаблюдения. Это обнадеживает. Это добавляет дополнительный уровень безопасности нашим автомобилям. Приятно знать, что персонал следит за парковкой. Да, бдительный персонал обеспечивает безопасную среду для всех. Наличие камер видеонаблюдения может отпугнуть потенциальных преступников. Совершенно верно. Они действуют как сдерживающий фактор и при необходимости предоставляют ценные доказательства. Важно парковать наши автомобили в хорошо освещенных местах в пределах видимости камеры. Хорошо освещенные места не позволяют ворам нападать на наши автомобили. Мы также не должны забывать запирать автомобили и не оставлять в них ценные вещи. Блокирование наших автомобилей и хранение ценных вещей вне поля зрения могут предотвратить взломы. При въезде на парковку или выезде с нее рекомендуется внимательно следить за окружающей средой. Да, мы всегда должны обращать внимание на любые подозрительные действия или отдельных лиц. Если мы заметим что-то необычное, мы должны немедленно сообщить об этом персоналу. Сообщение о любом подозрительном поведении поможет обеспечить безопасную парковку. Важно соблюдать все правила и рекомендации по парковке. Соблюдение правил обеспечивает бесперебойную и организованную парковку. Мы также должны быть внимательны к другим водителям и парковаться в специально отведенных местах. Внимательность и правильная парковка помогают избежать ненужных конфликтов. Если у нас возникнут какие-либо проблемы или проблемы с парковкой, мы можем обратиться за помощью к персоналу. Персонал всегда готов помочь нам и решить любые проблемы, связанные с парковкой. Обнадеживает то, что приняты меры по обеспечению безопасности наших транспортных средств. Да, это дает нам душевное спокойствие во время занятий. Давайте обязательно распространим информацию о безопасности парковки среди наших друзей и семьи. Обмен информацией поможет всем сохранять бдительность и защищать свои транспортные средства. Мы также можем побудить других сообщать о любых подозрительных действиях, которые они наблюдают. Вместе мы можем создать более безопасную парковочную среду для всех. Спасибо за обсуждение этой важной темы со мной, Анна. Спасибо, Джон. Крайне важно уделять приоритетное внимание нашей охране и безопасности. Давайте и впредь будем внимательны и проактивны, когда речь идет об охране парковки. Урок 14. Заманчивая вегетарианская лазанья. Я наткнулся на рецепт вегетарианской лазаньи, который звучит интересно. Не могли бы вы поделиться им? Абсолютно. Мне бы очень хотелось. Это вкусная и полезная альтернатива традиционной лазанье.
Каковы основные ингредиенты этой вегетарианской версии? Вместо мяса мы будем использовать слои обжаренных овощей, таких как цукини, сладкий перец и грибы. Звучит вкусно. Как насчет соуса и сыра? Мы будем использовать насыщенный томатный соус, приправленный травами и специями. В качестве сыра мы можем использовать комбинацию моцареллы, рикотты и пармезана. Можно ли добавить немного зелени, например, шпината или капусты? Определенно. Добавление зелени придаст лазанье дополнительный питательный эффект. Как насчет лапши с лазаньей? Они такие же, как обычные. Да, мы будем использовать обычную лапшу с лазаньей. Только не забудьте приготовить их аль денте, прежде чем класть их слоями. Нужно ли нам специальное оборудование или инструменты для приготовления этой лазаньи? Ничего необычного. Просто форма для выпечки и основные кухонные принадлежности. Это удобно. Теперь давайте поговорим о процессе наслоения. Начнем с тонкого слоя томатного соуса на дно формы для выпечки. А потом добавляем слой лапши для лазаньи. Верно. Затем слой обжаренных овощей и немного сыра. К скольким слоям мы должны стремиться? Это зависит от размера формы для выпечки, но обычно около 3-4 слоев. Как только мы закончим наслоение, каков следующий шаг? Мы повторяем процесс, пока у нас не закончатся ингредиенты, а сверху не забудьте нанести слой соуса и сыра. Как долго мы его выпекаем и при какой температуре? Выпекайте его в предварительно разогретой духовке при температуре 375 градусов по Фаренгейту, 190 градусов С, в течение 30-40 минут или пока сыр не станет золотистым и пузырчатым. Звучит аппетитно. Не могу дождаться, когда смогу попробовать. Это понравится публике даже для тех, кто не является вегетарианцем. Вкусы просто невероятные. Я обязательно попробую. Спасибо, что поделились этим рецептом, Анна. Добро пожаловать, Джон. Приятного вам вегетарианского приключения с лазаньей. Я так и сделаю, Анна. Я благодарна за твое кулинарное вдохновение. Дайте мне знать, что из этого получится. Счастливой готовки! Конечно, так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна.